Добрый день, меня зовут Катерина, я логопед, и сегодня я поделюсь с вами 5 рекомендациями, как сделать так, чтобы ребенок не плакал на его первых развивающих занятиях. Это видео будет полезно родителям детей 3 лет, тем родителям, которые записали своего ребенка на первое развивающее занятие куда-то или думают о том, чтобы записать, но немножко сомневаются из-за процесса адаптации ребенка к новой ситуации. Я, как педагог, который как раз-таки работает на групповых занятиях по развитию речи с детьми от 3 лет, расскажу вам, как вы можете подготовить ребенка, расскажу о таких фишках в вашем поведении, которые помогут вот этот процесс адаптации сделать легче, быстрее и избежать лишнего стресса. Потому что, поверьте, первые занятия в этом учебном году, не только в этом учебном году, а в принципе первые занятия любого курса для детей 3 лет – это большой стресс как для вас, для родителей, как для ребенка, так и для педагога. Поэтому давайте вместе разберемся, что вы можете сделать как родитель, чтобы ребенок успешно вошел и начал продуктивно заниматься на вот таких вот занятиях. Давайте начнем. В первую очередь хочу сказать, что для детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста есть 2 типа занятий. Это занятия вместе с мамой и занятия без мамы. Занятие вместе с мамой предполагает, что на занятии ребенок присутствует вместе с каким-то родителем, и этот родитель активно вовлечен в развивающий процесс. Он вместе с ребенком выполняет поделки, танцует, помогает ему проходить какие-то полосы препятствий, все, что придумает педагог. Занятия второго типа без мамы, без родителя предполагают, что ребенок сам занимается, сам все выполняет, то есть родители не находятся в учебном помещении. Я как раз провожу занятия второго типа. По моему опыту, занятия вместе с мамой проводятся для детей в основном до 3 лет, а с 3 лет ребенок уже приходит самостоятельно. На таких занятиях, где ребенок работает сам, мы формируем различные умения и навыки, но в том числе у ребенка формируется самоконтроль, умение работать в группе. То есть ребенку нужно послушать меня, педагога, запомнить, что я сказала, выполнить задание, посмотреть, как другие выполнят, постараться не отвлечься и предоставить готовый результат. То есть это сложнее. И, конечно, когда ребенок, например, занимался с мамой и потом приходит уже на самостоятельное занятие, у него может быть такой момент, когда ему так некомфортно, что он начинает плакать, он не хочет, он начинает убегать. И поэтому эти рекомендации, которые я сейчас представлю, как раз-таки помогут нам сгладить этот момент и сделать так, чтобы ребенок уже самостоятельно мог присутствовать на занятии и продуктивно работать. Рекомендация номер 1. Подготовьте ребенка. Хочу сказать, что вы как родитель знаете своего ребенка лучше всего. Поэтому если вы знаете, что ребенок ваш тяжело адаптируется к новой ситуации, к новым людям, например, ребенку было тяжело пойти в ясли или в сад, или он тяжело остается с няней или с вашими родственниками, лучше всего как раз-таки начать с этого первого шага подготовки. Узнайте, как зовут педагога, к которому вы придете на занятие. И уже за неделю вы можете начать готовить ребенка. Мы скоро пойдем к Кате, наверное, ты будешь с ней играть, и вы будете рисовать, и будете клеить. Ты же любишь клеить, делать аппликации. Ой, наверное, и песенки будет так здорово. Пойдем, правда? И так по чуть-чуть каждый день вы начинаете повторять, готовить ребенка, поэтому уже к дню X он будет готов, он встанет в хорошем настроении, оденется, у него не будет сюрприза, куда вы идете, и он уже будет немножко готов к ситуации, в которой он окажется. Также среди подготовки вы можете пойти на шаг ближе, на шаг выше, это даже показать фотографию педагога. Вы скажете, что это чересчур, но на самом деле у меня есть пример, когда родители ребенка, с которым я занимаюсь, показывали мою фотографию и даже показывали видео со мной на YouTube, чтобы ребенок меня уже заранее увидел, вот так вот познакомился, и мы потом увиделись вживую. И правда, это помогло, и потом нам с ребенком было легче установить контакт. Еще один пример я вам расскажу из своей практики. Для меня, мне кажется, это хороший пример такой активной позиции родителя, который знает, что его ребенку будет сложно привыкнуть к новому педагогу. Мама ребенка меня попросила записать видео для ее ребенка приветственное, где я бы сказала: «Привет, Саша, меня зовут Катя, я тебя очень жду на занятия, до встречи в субботу».
Я это сделала, отправила им в WhatsApp. Я думаю, что, как я и сказала, это отличный пример, как вы можете немножко занять более активную позицию в подготовке ребенка к его занятиям. Это действительно может сработать для тех детей, которые тяжело переживают вот эту адаптацию. А если же вы знаете, что ваш ребенок легко остается везде, возможно, этот шаг вы можете пропустить. Рекомендация номер 2. Приходите заранее. Это может быть немножко очевидно, но я рекомендую на все занятия приходить хотя бы за 5 минут, для того, чтобы ребенок мог спокойно зайти, в спокойном темпе раздеться, приготовиться к занятию, и потом мы легко входим в развивающий процесс. Но на первых занятиях это крайне необходимо. Вы приходите на первое занятие не за час, за 10, за 15 минут. Что вам это дает? Вы можете познакомиться с педагогом сначала. Педагог может познакомиться с ребенком. Я вижу ребенка, спрашиваю, как тебя зовут, а сколько тебе лет? Устанавливаю контакт, спрашиваю, ой, как у тебя настроение сегодня? Делаю комплимент какому-то, может быть, предмету одежды ребенка или игрушки, которые ребенок держит. То есть мы начинаем небольшую беседу, пока никого нет, нет никакого шума, нет никакого давления на ребенка. И потом у ребенка еще есть время выбрать место себе, на котором он будет сидеть во время начала занятий. Это может быть за столом, на стульчике или, как у меня, на подушках. И потом еще, пока все собираются, ребенок сидит, он спокоен, и он спокойно начинает занятия. Также, если вы придете заранее, вы можете избежать момента, когда ребенок начинает плакать. И если он даже начнет, у вас есть время сходить в туалет, попить водичку, отвлечься на какую-то игрушку, картинку. И к началу занятия уже ребенок не будет плакать, может быть, ему будет еще некомфортно, но уже не будет такого громкого плача, на который будут реагировать другие дети. Это тоже важно. Поэтому приходите заранее, это сэкономит вам волнение, нервы и поможет также педагогу. Рекомендация номер 3. Не задавайте ребенку провокационных вопросов. Под провокационными вопросами я понимаю такие негативные вопросы, на которые ребенок точно ответит вам «да». Представьте, ребенок начинает немножко хныкать, говорит: «Мам, я не пойду, я не хочу». И мама говорит: «Ну что, тебе страшно? Ты боишься? Ты боишься? Не бойся. Ты боишься?» Как вы думаете, что ребенок ответит? Поймите, у детей этого возраста, 3 лет, не развиты рефлексивные способности. Ребенок не может сказать: «Мам, на самом деле мне не страшно, просто мне как-то волнительно, неудобно, я здесь никого не знаю, поэтому не знаю, хочу ли я идти». Ребенок так не скажет, он скажет: «Да, мне страшно». Мама скажет: «Ну что, пойдем домой?» Ребенок покивает, заплачет и пойдет домой. Поэтому я знаю, что какие-то такие вещи иногда сложно увидеть не со стороны, но я часто вижу, что мамы именно так строят вопрос, потому что они проецируют свои беспокойства. Вы беспокоитесь, что ребенку будет страшно, тревожно, и поэтому вы так спрашиваете. Вместо этого, если вы видите, что ребенок начинает немножко нервничать, немножко хныкать, плакать, отвлеките его на что-то. Покажите картинку на стене, попросите у педагога игрушку отвлечь, покажите, может быть, уже разложены какие-то материалы для занятия. То есть нужно переключить ребенка на что-то, и тогда он забудет вообще, почему он плакал. И, кстати, такие провокационные вопросы важно также не задавать в конце. К этому я перейду буквально через минутку. Поэтому запомните, не спрашиваем: «Ты боишься? Тебе страшно? Тебе не нравится?» Переключайте ребенка на что-то позитивное, и тогда у него прекратятся вот такие вот острые проявления беспокойства. Рекомендация номер 4. Во время занятия будьте чуткими. Если ребенок вас не отпустил, то есть вы заходите на занятие, педагог вам говорит: «Да, у нас проходит занятие без родителей», но только вы пытаетесь уйти, ребенок начинает плакать. Оставайтесь. Это можно сделать на первых таких вот адаптационных занятиях. Оставайтесь, но посадите ребенка перед собой так, чтобы он вас не видел, чтобы вы не были в поле зрения. Начните заниматься, показывайте на своем примере, что это здорово, что это интересно. И если вы увидели, что ребенок уже самостоятельно вовлечен в занятия, самостоятельно работает с педагогом, попробуйте немножко отойти, уйти за ширму, за дверь, но будьте неподалеку. И тут вы увидите, как может среагировать ребенок. Может 3 быть варианта. Либо ребенок вообще не заметит того, что вы ушли. Это самый лучший вариант и продолжить заниматься. Поверьте, наверное, в 70% случаев так и происходит.
Второй вариант. Ребенок начнет вас искать немножко, даже может куда-то подбежать, но педагог с этим справится и скажет: ой, мама пошла купить конфетку, мама пошла купить булочку, мама пошла в туалет. Ребенок: да, и продолжит заниматься. Это вторые 20%. Ну и один ребенок из 10 побежит, начнет плакать совсем, начнет рыдать, тогда вы должны вернуться и остановить эту истерику, потому что, поверьте, самое сложное — это остановить истерику, потому что если ребенок уже плачет так вот навзрыд, то это значит, что будет очень сложно его успокоить, это можете сделать только вы. Поэтому понаблюдайте за ребенком, но, как правило, потихоньку отдаляться, потом уже на следующий раз вы можете сказать: я тебя приведу, потом пойду куплю тебе конфетку, чтобы ребенок об этом думал. И это действительно работает для того, чтобы ребенок уже сам оставался наедине с педагогом и продуктивно занимался. Рекомендация номер 5. Хвалите ребенка и мотивируйте его после занятия. Будьте очень-очень позитивными и похвалите ребенка, какой он молодец, что он сам справился, сам все сделал. Посмотрите работу, которую сделал ребенок. Какой ты молодец, ты сам все это наклеил? Ничего себе, а что это ты такое наклеил? Поспрашивайте его. Обратите даже больше внимания, чем вы бы обычно обратили на ребенка работу, потому что это его первая работа, он выполнил это сам, без вас. Покажите папе, покажите бабушке, повесьте на холодильник. Сакцентируйте на этом внимание для того, чтобы у ребенка появилось удовольствие от того, что он это сам сделал. Тоже очень поможет. И тут, возвращаясь опять к провокационным вопросам, ни в коем случае не спрашивайте ребенка: ну что, тебе не понравилось? У меня был случай, например, когда ребенок идеально занимался все занятие, и потом в конце у него не получилось взять ту наклейку, которую он хотел. Или его, может быть, кто-то легонечко пихнул. Ну, в общем, он выходит к родителям, и он немножко загрустил, да, или одна слеза скатилась, или он немножко грустный, и родитель спрашивает: тебе что, не понравилось? Конечно, ребенок скажет: да. Как ему еще ответить? Он не скажет: ну, мам, отличное было занятие, только в конце что-то мне не получилось выбрать ту наклейку, поэтому я расстроен. Конечно, ребенок скажет, что ему не понравилось. Если вы хотите действительно узнать мнение ребенка, лучше вы спросите: а что тебе понравилось больше всего на занятии? Это будет полезнее, потому что ребенку нужно будет вернуться на занятие, подумать то, что мы делали, о том, что вы выполняли, выбрать самое-самое любимое и сказать вам. Помните, что ваши отношения, ваши установки, они также чувствуются ребенком. Поэтому если вы тревожитесь, если у вас какой-то дискомфорт, и ребенок это почувствует через ваши вербальные или невербальные сигналы. Поэтому если вы действительно хотите, чтобы у ребенка все получилось, и он успешно начал заниматься, попробуйте тоже быть на такой позитивной волне, потому что это очень поможет. Вот это были 5 рекомендаций, как сделать так, чтобы ребенок не плакал на его развивающих занятиях. Хочу сказать напоследок, что адаптационный процесс может быть сложным, но почти всегда у нас все получается, и у мамы освобождается время, которое она может потратить на себя. Вы можете пойти попить кофе, вы можете поговорить с подругой, вы можете уделить время своему другому ребенку, вот этот вот час времени, пока ваш ребенок занимается с педагогом. Поэтому, когда педагог, к которому вы пришли, просит вас сделать вот эти вот шаги для того, чтобы ребенок мог работать сам, воспринимайте это как возможность для ребенка перейти на новую ступень и приобрести те навыки, которые он не может приобрести, когда вы действительно помогаете ему во всем. Это действительно будет ценно как для ребенка, так и для вас, так и для педагога. Надеюсь, что вам будет полезно это видео. Спасибо за просмотр и до встречи на следующей неделе.